Пранаяма и понятие праны является действительно очень важной категорией в духовной практике, в частности в йоге. Хотя пранаяма, ее не всегда используют только в хатха-йоге. Но мы не будем вот так вот ограничиваться, там хатха-йога, мантра-йога. То есть просто одна йога, и какие-то ее аспекты, если их просто развивать гипертрофированно, то получаются разные виды йоги. То есть одна йога во множестве аспектов. И когда эти аспекты начинают расширяться, да, то есть больше в ней появляются акценты на каких-то методиках конкретных, так вот и появляются разные виды йоги. Вот. Йога означает единство. Прана. На самом деле тема эта достаточно такая широкая, и я принципиально не буду касаться вопроса практики, каких-то технических сторон, потому что это такая тема, если мы говорим о практике, то о ней нужно говорить или глубоко, или вообще смысла нет ее разбирать. Потому что начнутся потом претензии со стороны разных любителей йоги, что вот недостаточно там тему раскрыли. А кто ее достаточно может раскрыть, ребят? Понимаете, что никто вам ее достаточно не раскроет в той степени, чтобы вы развили ситхи. Вы можете ноги за голову заводить, вы можете там шаткармами зачистить себя до дыр. То есть, но то, что обещают тексты, все равно не получите. Вот. Даже если вы будете гордиться, что вы много знаете, что вы практики. То есть этого недостаточно. Почему? Потому что садхана, она всегда, если вы поспрашиваете в Индии настоящих йогов, они вам скажут, что это очень интимная вещь, это очень личная, и раскрывать ее вот так вот просто всем подряд никто не станет. Или что-нибудь так вот для отмаза, вам они расскажут формально. Скажут, да, прана это дыхательная техника. Понятно, что дыхательная, это дыхание, это там. Некоторые могут там, кто знакомый вообще с западной практикой йоги, что это там кислород. Так. Понятно, что это все так. Ребята, отстаньте, вот и все. Или дадут какую-то практику упрощенную. Вот, поэтому надо это понимать, что сначала надо завоевать доверие того учителя, который будет вас серьезно обучать. Потом он вам уже будет рассказывать все это подробно. Вот. Пранаяма – это своего рода связующий мост между бахирангой и антаранга йогой, то есть между ямой, неямой и асаной, и пратяхарой, дхараной, дхьяной, самадхи. Без контроля энергии, жизненной энергии, невозможно контролировать свое сознание, невозможно контролировать чувства, работа которых зависит от сознания и жизненной энергии. И чувства, они могут быть просто ограничителями, то есть мы через чувства просто воспринимаем нашу трехмерную реальность. Мы не можем абстрагироваться, если мы обусловлены нашими чувствами. То есть наша медитация, наше созерцание, оно не может быть очень глубоким. И широта сознания тоже зависит от того, насколько мы способны контролировать свои чувства. Поэтому контроль чувств, пратяхара, это очень важно для любого вида духовной практики. И пранаяма – это одно из лучших средств для данных целей. Вот.
Можно пранаямой заниматься отдельно, без асан. Но в любом случае вам нужно научиться спокойно сидеть в одном положении и, так сказать, практиковать наблюдение, как ваша прана влияет на ум и как ум влияет на прану. То есть, когда вы концентрируетесь на своем дыхании, то это достаточно естественный процесс, есть много таких техник. И также дыхание связано с непрерывным повторением аджапы, мантры согам. Вот. Хотя аджапой может быть повторение любой мантры, когда это происходит непрерывно. То есть вы мантру настолько реализовали, что она просто постоянно стала частью вашей энергосистемы. И божество, которое связано с мантрой и с вашей жизненной энергией, также становится частью вашей энергосистемы. Вы сами становитесь в тонком плане фактически божеством. И происходит это постепенно. Вы должны повторять мантру во время пранаямы. И когда вы мысленно повторяете мантру, вы также регулируете свое дыхание. Оно у вас становится более спокойным. Но это уже отдельные тонкости, связанные с мантрологией. Мы еще вернемся к этой теме. То есть относительно произношения, относительно свар, частот, с которыми повторяется мантра. Надо еще сказать такую вещь, чтобы вы имели в виду, что вы можете столкнуться с разными описаниями, с чем разные упапраны связаны. Такие как прана, апана, удана, самана, вьяна, дхананджая, курма, девадата и так далее. Там их много, 10 таких наиболее известных. Дело в том, что, допустим, в кашмирском шиваизме там одно описание праны, в стандартных каких-то шастрах по хатха-йоге вы найдете другие. То есть разные эзотерические системы дают разную трактовку, как работает прана, что можно считать праной, что можно считать апаной. В буддизме тоже они могут по-другому как-то называться и по-другому трактоваться. Поэтому, когда вы читаете какие-то книги каких-то авторов, и те практики, которые они дают, и трактовки этих практик, вы, допустим, на основе, скажем, с вами Шивананды увидите, что что-то не так. Да? Но кто вам сказал, что с вами Шивананда единственный? Как и Абхинава-гупта, да? То есть он не единственный. И Горакшанат тоже не единственный, кто объяснял, что такое прана и пранаяму. Вот, поэтому не стоит так высокомерно подходить к тем или иным авторам и преподавателям, потому что высокомерие может быть следствием нашего невежества. То есть я видел таких людей. Вот. Поэтому прежде чем давать какие-то оценки разных школ, нужно не спешить, нужно очень взвешенно ознакомиться со всем тем, что существует. Это не происходит за день, за два. Это нужно глубоко изучать. Ну и ваша личная практика должна регулироваться вашим сначала инструктором йоги, а потом уже дальше гуру. Идеально, если инструктор будет корректироваться каким-то гуру, а вы на начальном этапе инструктор.
есть, если это инструктор сам по себе, то понятно, что он может ошибаться. И если у него есть гуру, то гуру может его поправить, а он уже может, так сказать всем своим последователям: извините, я вот тут ошибся. Вы должны понимать, что не ошибаются только дураки. Понимаете? Поэтому надо снисходительно относиться к преподавателям. Вот. И не надо думать, что если вы там уже что-то прочитали и там поделали, что вы уже опытные практики. То есть полный контроль праны – это достаточно серьезная вещь. То есть, контролируя свою жизненную энергию, вы обретаете много различных возможностей, так называемые ситхи. То есть вы можете видеть будущие события, вы можете влиять на них как-то. Вот. На каком-то этапе вы даже, может, поймете, что не всегда есть необходимость в том, чтобы на какие-то события влиять. Даже если можете. Ну, например, я знаю, что некоторых людей можно вылечить, если они там чем-то болеют. Я знаю, что можно их, допустим, серьезно собой заинтересовать, на них повлияв как-то энергетически. Но я знаю, что когда это происходит неестественно, человек сам не задействует свои внутренние духовные резервы, то получается, что я на него оказываю давление, пусть это временно и будет как бы вот в позитивном таком формате, но на самом деле, по большому счету, позитивного там немного, скорее наоборот. Поэтому у вас должна появиться инициатива к саморазвитию, но при этом вы должны как бы изучать такие техники, которые регулируют прану, ум, там, практику, связанную с мантрами, посредством гуру. И даже когда вы практикуете, вот мы считаем, что адепт, он должен как бы следовать традиции, практиковать ежедневно в течение там 12 лет. Практика и процесс обучения, они происходят одновременно. То есть это не вот так вот вы пошли на какие-то курсы, да, там поучились там пару месяцев, получили сертификат, и все, то есть вы уже отучились. Нет. Или вы отучились и дальше начинаете практиковать. Или вы практикуете, а потом начали учиться. Нет. То есть в традиции не так. В традиции вы одновременно практикуете так, как можете, и учитесь тоже так, как можете. Но уровень вашей практики и уровень вашего обучения с каждым днем он растет. Вот почему я и говорю, что важно, чтобы вы отдавали отчет себе в том, что вы выбрали свой путь надолго, на 12 лет, там, на 20 лет, на всю жизнь. Вот, иначе если вы вот пойдете на какой-то курс, вот вы прошли какой-то курс, вы думаете, я специалист, там, йог, там, такой-то, такой-то квалификации. Вы ходите вот с этим грузом, там, двухмесячного курса и начинаете его проецировать на все остальное. Видите несостыковку, что другие люди иначе учат. У вас возникают стрессы на эту тему. А вот почему вот там вот другие неправы, меня учили вот так вот. А я опытный практик, ну как же, я там 2 месяца учился. Это не опытный практик. Если вы учились серьезно, у вас состояние будет естественное и пустотное. Она у вас, эта практика поменяет как личность целостно. То есть вы в социуме поменялись полностью. Вы как человек изменились. А если человек остается одним и тем же, а у него только есть бумажка, то, наверное, я считаю, что лучше, если бы он вообще не считал себя йогом и не позиционировал себя таким образом. Потому что зачастую тех, кто себя называют йогами, там, тантристами, всякими эзотериками, как люди, они морально недостаточно чистые. Как люди. Почему? Потому что на самом деле их обучение и не начиналось. То есть они просто имитировали. Они имитировали, взращивали себе эго. В конечном счете, как люди, стали еще хуже.
А все почему? Потому что они не понимают, что такое духовный путь на самом деле. То есть вот эта вся коммерческая среда их научила совершенно другому. Тем, кто на них делал деньги, им выгодно, чтобы они так мыслили. Но выгодно ли это вам, ребят? Нужно ли вам это? Знаете, вы потом просто увидите много несостыковок. Будете с ними спорить, там, какая йога там правильная, какая травмобезопасная, какая на самом деле традиционная, какая не традиционная. По большому счету, тем, кто вот так вот воспитаны, можно только посочувствовать. Вот. И таких людей очень сложно потом переделывать. Почему я и с самого начала вот должен это вот все озвучить. Чтобы мы потом к этому возвращались очень аккуратно. Ровно в той мере, в какой это необходимо.